Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, а кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня в кадре вот такие вот ручки, требующие немедленной коррекции. Уже видите, все отросло, большой ноготочек сломан, будем его наращивать. Покрытие потемнело, так что давайте поскорее же это снимем и переделаем. Твердосплавной фрезой, как обычно, спиливаю гель-лак на форварде на 25 тысячах оборотов. Твердосплавная фреза у меня с синей насечкой. На большом ноготочке снимаю покрытие полностью, вернее то, что от него осталось. При этом ту часть ноготочка, которая осталась голой, не трогаю, спиливаю только материал. На всех остальных ногтях меняю форму, длину не убираю. Моя модель любит длинные миндалевидные ногти, давно уже их отращивает, и сегодня наконец-таки мы меняем форму, длина ногтей нас полностью устраивает. Опиливаю пилочкой на 180 грит, я пользуюсь металлической основой от торговой марки Мирледи и сменными файлами. Файлы беру без полиуретановой прослойки, просто наждак на 180 грит. Люблю эти пилочки за то, что у них классный абразив, он не спиливается, пока я пройду все 10 ногтей. А еще за то, что у них мягкие торцы, никогда еще этими пилочками я не резала клиентов. Единственный недостаточек, который меня раздражает, так это то, что остается клей на металлической основе. И он у меня, к сожалению, при замачивании в растворе не убирается. Теперь работаю фрезой пламя с синей насечкой, вычищаю птеригий. Работаю сначала на форварде, обрабатываю левую сторону. Включаю аппарат на 15-17 тысяч оборотов. Обязательно использую щеточку и обязательно пальчиком левой руки оттягиваю кутикулу, чтобы видеть, что я пилю. Теперь меняю вращение фрезы на реверс и обрабатываю правую сторону. Следующим этапом срезаю кутикулу. Протираю хорошо палец спонжем, смоченным мыльной водой. Еще раз прочищаю зону кутикулы лопаточкой и срезаю ровненько кутикулу. Вы уж простите, но никак я не могу обойтись без накожниц в маникюре. Все равно мне где-то что-то нужно доработать. Особенно это касается боковых валиков или синусов. Большой ноготь не мочу, на сухую срезаю кутикулу, для того, чтобы сразу нарастить здесь быстро ноготь. Сегодня у меня будет экспресс наращивание. Протираю ноготь нейл препом, праймером и сразу покрываю раббер базой. Пока я просушиваю ноготь в лампе, подготавливаю форму. Проверяю, как у меня становится форма под ноготочек. Видно, что у нас точки вроста находятся высоко и формы там не хватает. Поэтому я вырезаю среднюю часть поглубже и устанавливаю форму. Далее я буду делать подложку полигелем.
Выдавливаю шарик полигеля и формирую широкой кистью свободный край. Сразу стараюсь максимально точно выполнить длину и форму, которая нам нужна. This morning has a clearer light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on... Отправляю в лампу на 30 секунд. Тут главное не пересушить, иначе форма прилипнет сильно к полигелю. Теперь снимаю форму и слегка дорабатываю пилочкой свободный край. Шлифую поверхность. Это все происходит очень быстро, и это единственный опил, который будет в этом наращивании. Теперь беру шарик геля. Гель у меня Атика средней консистенции, моделирующий. Выкладываю материал в зону апекса и тонкой кистью распределяю его. Далее переворачиваю пальчик, чтобы гель имел возможность самовыровняться. Немножко помогаю ему. Главное, чтобы не скопилась капля на кончике, чтобы была хорошая архитектура. Переворачиваю пальчик. Может быть, что-то нужно доровнять тонкой кистью. Боковые параллели смотрю, блик. И отправляю в лампу на 1,5 минуты. Далее буду работать молочной базой. У меня сегодня молочная база торговой марки Yo Milky Way. Производитель говорит о том, что ее нужно перемешать хорошо перед использованием, желательно за полчаса. Пока у меня молочная база отстаивается, покрываю все ногти тонким слоем жидкой базы без никакого выравнивания. Просушиваю 60 секунд, и теперь будем делать молочный градиент. Половину ноготочка прокрашиваю чистой молочной базой. Далее наношу смесь основного цвета с молочной базой. И уже на кончик наношу чистый темно-синий цвет. Основным цветом сегодня использую номер 60 от торговой марки Arbix. Это темно-синий цвет с мелким шиммером, но в один слой он смотрится как фиолетовый. Теперь необходимо сделать градиент. Не обязательно он должен быть идеальный, но все же переход должен быть более плавным, чтобы потом молочная база перекрыла все это дело. Дорогие мои зрители, хочу пригласить вас на прямой эфир в Instagram, который пройдет 4 ноября в 18:00 на страничке марафона. Ссылочку на страницу этого марафона обязательно оставлю под этим видео. Переходите, участвуйте, подписывайтесь на всех подписчиков, и я вас жду 4 ноября. Тема моего эфира будет молочный градиент. Обсудим и выполним с вами все вариации этого дизайна, протестируем различные молочные базы для выполнения этого дизайна, найдем оптимальную, в общем обсудим все нюансы молочного градиента. Просушила нашу растяжку в лампе и теперь перекрываю молочной базой. Делаю выравнивание. В конечном итоге перекрываю тонким слоем топом, просушиваю окончательно и будем смотреть на результат. Вот такой вот получился у нас результат. Моя модель не хотела яркий градиент. У нас получился как раз такой осенний, темно-синий с молочным. Показываю архитектуру ногтей с торца. В общем, вы все видите.
Если вам был полезен сегодняшний сюжет, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А я всем желаю хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока.